Всем привет! Сегодня мы отправимся в один из самых необычных отелей Египта – пещерный отель Гейвс Бич. Такого мы еще не видели. Каково это – жить в пещере, завтракать, обедать и ужинать в пещерном ресторане? Какие особенности номеров и территории? Поплаваем в необычных бассейнах, заценим джакузи и, конечно же, попробуем добраться до морской глубины с коралловыми рифами. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Отель Гейвс находится в 18 километрах на север от аэропорта Хургады. Это самая окраина города. Дальше только отдаленный район Эль-Гуна в 10 километрах от отеля. Мы приехали в самый перспективный, самый отдаленный район Хургады и Эль-Ахья. Перспективный, потому что здесь у него большие перспективы, лет через 50 любой риэлтор это скажет. Но здесь, собственно, ничего нету, кроме отеля и ветровиков. И вот ищем этот отель. Кстати, этот отель, я давным-давно хотел в него попасть. Он такой самый-самый необычный. Почему-то мы до сих пор в него не съездили. Надеюсь, что он не подведет мои ожидания. Кажется, мы подъезжаем. Уже даже с улицы здесь вот такие вот пещерки. Динозавр и какой-то это прямо. Вымерший, походу. Пещерный отель. Гейвс Бич Резорт. Заезжаем, наверное, в дом вот этого дракона. Конечно, выглядит все максимально необычно. Какой дракон? Это же эти динозавры. Ты что? Динозавры и драконы — это разные люди. Вау, смотри. Вот это да. Ну, прям реально круто. Как будто бы этот фильм был, знаешь, где там динозавры были. Очень интересно, как он там да? назывался, да? Ну, вот такого отеля мы еще не встречали. Ну, фасад у него действительно самый необычный. Мы, конечно, уже искушенные гости любого отеля, но вот такого интерьера, такого колорита мы еще не встречали, так что есть еще места, которые могут нас удивить. Что там обычный ресепшн, новые даже в египетском стиле, в арабском, европейском, это уже мы все видели. А здесь настоящая пещера, уже начиная с ресепшена. Здесь мы видим прям аквариум с настоящими рыбками, удобная, комфортная мебель, кстати. В общем, мне нравится все это на данный момент. Еще нас встретили, посмотрите, напиточками, очень быстро уже мы с браслетиками. Все пока что прям шикарно. Шикарно. Да, реально, ресепшн просто очень необычный. Написано «не кормите рыб», но я такой не знаю, чем я их здесь могу покормить, потому что доступа к туда у меня просто нету. Не кормите рыб. Бедная голодная рыба. Я вот посмотрю на них и думаю, какие же они несчастные. Кстати, давайте по традиции проведем конкурс. Напишите в комментариях, сколько мы заплатили за ночь в этом отеле. И победитель, как всегда, получит от нас приз. Мы ему переведем $40 на его карту. Кстати, чтобы узнать, какие люди уже победили, результаты конкурса есть под этим видео. Есть ссылочка, вы можете туда перейти, посмотреть. Потому что есть еще люди, которые не отозвались. Так что вы тоже перейдите, посмотрите. Может быть, вы выиграли и еще не знаете об этом. Поэтому участвуйте в конкурсах. Пишите комментарии и не забудьте, конечно, поставить нам лайк, большой-большой и жирный лайк. Буквально 15 минут, и мы уже идем в наш номер, ну, вернее, пещеру.
Забронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет за 1-3 дня до экскурсии. Что взять с собой, точное время выезда и другие рекомендации мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирает прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Ну что ж, а мы приступаем к обзору нашего номера. Ну или, если точнее сказать, как здесь их называют, это все-таки пещера, потому что отделка говорит сама за себя. И как мне кажется, это идеальный стиль для ремонта помещений, потому что вот эти стены, их же невозможно вымазать, с ними вообще невозможно ничего сделать, потому что они такие, во-первых, шершавые, здесь их и не поцарапаешь, и не вымажешь, потому что темный такой цвет, они уже как будто бы поцарапаны. Причем, ну, отделка достаточно интересная. Я когда был на ресепшене, я видел пластиковые детали. Вот они, кстати, видны. Вот пластик. Он прям слышно, да, я по нему стучу. Это пластик. Но вот это настоящий бетон, настоящий цемент. Они твердые, они вот так вот не простукиваются. То есть, ну, массив виднеется. И в чем, конечно, еще плюс вот этой мебели, что со временем с ней вообще ничего не произойдет. Вот этот стул, мне кажется, он через 100 лет будет выглядеть так же, как и сейчас. Да? Здесь вот столешница. Но вот эта столешница только, наверное, она какая-то действительно пластиковая, потому что местами она уже потрескалась. Здесь она тоже вот есть такие кусочки отколотые. Вот, и она прям еще звенит, как барабан. Но если не вот до этих маленьких мелочей не обращать внимания, а просто посмотреть в целом, как все это выглядит, ну, выглядит это просто шедеврально. Это наш такой единственный номер, в котором мы были, вот именно в таком. Был похожий еще в Альбатрос Цитадель, и я тогда был просто в шоке от этого номера. Но здесь мне он нравится просто на 100% класс. Мы, наверное, сегодня ночью будем чувствовать себя настоящими пещерными людьми, потому что настолько здесь вот этот антураж, да, и вот такие вот светильники необычные, вот этот балдахин на кровати, факелы, много вот из дерева всяких элементов, а еще цвета, обратите внимание, цвета вот этих подушек, отделка такая вот животный принт, да, и шторы даже. Тигра, моя любимая расцветка. Но давайте по существу, по наполнению номера. Мы уже видим по мебели, здесь посмотрели. Есть телевизор достаточно большого размера. Дальше мы видим 2 бутылочки воды. В информации написано, что каждый день пополняют эти 2 бутылочки воды. Есть чайник, вот немного чая, кофе, сахара. Внизу вижу черненький холодильник отельного формата. Кстати, холодильник в хорошем состоянии, чистый, то есть не переколебешься, но пустой, к сожалению. И в шкафах, давайте посмотрим. Шкаф, кстати, на входе очень большой. Есть зеркало в полный рост, все, что нужно. Но он совершенно пустой. Кроме сейфа здесь ничего нет. Но сейф бесплатный. Сейфом можно воспользоваться. И здесь есть несколько вешалок еще. Но халатов нет. Это моя рубашка. Халатов и тапочек не предоставили. Но отель, скажем так, бюджетный все-таки. Ой, насколько же уютно, как я люблю пещеру. Я бы, наверное, у себя дома сделал бы вот такой вот ремонт и жил бы в пещере, потому что это такой уют создает. Я раньше думал, что уют создают вот эти ковры, которые висят на стенах. Но здесь вот именно такие стены, как будто бы реально вернулся куда-то вот назад. Знаете, что раньше не было в пещерах у людей, у пещерных людей? У них не было всех благ цивилизации. У них не было ванной комнаты, а здесь, в нашей пещере, она присутствует. Открываем. Кстати, очень большая столешница. Вот эта очень большая каменная столешница. Здесь с умывальником. Есть у нас также имеются полотенечки и мыло с гелями для душа. Но гель для душа, я вижу, что это очень какой-то дешевые пластиковые баночки. Мыться какими я бы лучше не мылся. И с этой стороны, кстати, очень-очень большой душ. Большая душевая комната. Заходи сюда. Я потерялась здесь. Не теряйся. Вот, мы сюда заходим. Я спокойно могу зайти. Здесь даже имеется у нас вешалочка для сушки одежды. Я хочу ее снять. Вот она так снимается. Душ.
отделано все такой плиткой под стиль нашей пещеры, да, и очень большая душевая комната. Вот это, кстати, очень большой плюс, потому что места прям огромное количество. Ну, да, в целом все очень простенько, но размеры классные ванной комнаты. Ну и осталось еще одно место, которое мы не показали. Это балкон. Панорамные вот такие огромные просто окна. Мы выходим на большой, соответствующий размеру номера и ванной балкон. В таком же стиле, видите, все каменное, все с элементами дерева. Перила у нас деревянные, с такими вот канатами. Ну, настолько вот все природно сделано. Ну и вид, соответственно, на остальные пещеры. Вообще все корпуса сделаны в таком же виде. Да и вообще вся территория здесь отделана камнем, мы уже отсюда видим. В общем, очень даже хорошо. На балкон большой, 2 вот таких стула, даже с мягкими вот такими вот сидушками, стол. Все, в общем, соответствует стилю. Вот знаете, я не нашла ни одного элемента, который бы как-то выбивался, был из нашего времени, да? Нет, фен для волос. Итого, общий балл за номер у нас получился 7,1. Не так уж мало, но и совсем немного. Основные минусы у нас получились из-за того, что нет интернета в номере. То есть нужно как-то покупать сим-карту, если хотите сидеть в интернете в номере. И плюс, ну это, наверное, моя фишка, я всегда проверяю вот эти тапочки, халаты, потому что я их люблю и пользуюсь. Гладильная доска, утюг, никаких вот таких дополнительных удобств нет. То есть все такое самое минимальное. Ну и еще все-таки есть нюансы по мебели. То есть если относиться к этому как к пещере, наверное, как к чему-то необычному, мы были на позитиве, то да. Но если вот всматриваться в нюансы, то они, конечно, немножко есть. Вот мне кажется, ты слишком формально ко всему подходишь, потому что ты вот прям оцениваешь мебель, оцениваешь там ремонт, тапки, халаты, вот оценка низкая. А если бы я смотрел просто вот на мое ощущение от пребывания вот в этой пещере, то я там даже уже не смотрел на эти тапки, уже не смотрел на эти халаты, на эту мебель. Мне просто нравилась сама обстановка, вот эта необычная пещерная, и вот уже за нее можно прямо добавить несколько баллов просто за саму вот эту идею, которую они реализовали, потому что далеко не во всех отелях, это единицы таких отелей, чтобы было так классно все сделано. Ну, в целом было нам приятно там находиться. Да, мне понравилось. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Ну что ж, а мы приступаем к обзору территории. Если выйти из отеля, то мы попадем на дорогу, на которой вообще ничего нет. Ну, в принципе, из приложения Uber вы можете вызвать такси и до центра Хургады, до Хургада сити-центра, до большого торгового центра, буквально там пару долларов будет стоить. Здесь же, если на самой территории мы заходим, то мы видим несколько магазинчиков, но это торговцы, здесь цены, конечно, высокие на все, поэтому ничего нормального купить мы здесь не сможем. Ну что ж, идем смотреть территорию. Кстати, выглядит она действительно клево. И самое, наверное, красивое и самое такое запоминающее, это когда ты смотришь на вот этот вот, конечно, здание ресепшена с большими-большими фонтанами. Выглядит, ну, просто шедеврально. Что ж, мы забрались на самую верхнюю точку отеля. Это в здании ресепшн на 4-м этаже. И отсюда как раз-таки можно показать вам весь объем территории. Вообще площадь территории небольшая, всего лишь 40 тысяч квадратных метров. То есть для египетского отеля это такой средний показатель. Но как же все выдержано вот в этом пещерном каменном стиле. Все корпуса 4-этажные в этом же стиле, ресепшн, в том числе и вся территория, которую мы спустимся и будем рассматривать. Ну, в общем, интересно. Вот скажите, вы с первых кадров заинтересовались этим отелем?
Ну а мы подошли к главному бассейну. Он расположен сразу же на выходе из ресепшн. Оборудование здесь, я бы сказал, такое довольно стандартное. Оно не люксовое, но лежаки деревянные и достаточно такие массивные, да. Но зато вот эти вот матрасики, они уже, их можно было бы и поменять, потому что выглядят они, скажем так, немножко заезженные. Поменять точно не помешало бы. Здесь есть также джакузи, и, что самое интересное, это большой такой пологий вход в воду, как будто бы пляж. Соответственно, вы можете заходить в воду, ну, как на пляже. Также повесили сетку для игры в волейбол. Люди развлекаются. Ну что ж, узнаем, какая у нас сегодня погода. Наша удочка Моня показывает на улице 35 градусов тепла. И померяем температуру воды в этом главном бассейне, в самом большом бассейне. Сейчас у нас уже теплая пора практически наступила, но я думаю, что он все-таки не подогревается, потому что удочка Моня показала 27 градусов тепла. Я думаю, что просто уже за счет того, что на улице тепло и сам бассейн теплый. I'm on the rail, I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Но кроме стандартного оборудования есть еще и пещерные навесы с соломенными крышами. Здесь 100% укрытие от солнца. Что такое? Что за несправедливость? Сказала я, когда вчера по приезду вышла после обзора нашего номера и посмотрела на вот эти номера. Почему у нас не такой номер? Вы только посмотрите, в нашем корпусе первом, вот там вот наш корпус, даже нет таких вариантов. Здесь же на первом этаже вот такие варианты со своим двориком, со своим лежаком. Вообще никуда не нужно идти, полежал, позагорал. Вот там близко бассейн, искупался. Ну, это красота. Но, кстати, только на первых этажах. К сожалению, выбора на букинге такого номера не было. Ну, классно, да? Здесь же можно, кстати, оценить весь вид номеров. Как вот эти балконы выглядят, как выглядит фасад здания. Ну, прям бомбически, я бы сказала. Здесь же и островки зелени видим. Причем не только корпуса, но видим и вся территория, она отделана камнем. Это касается и покрытия. Вот вместо плитки у нас тоже камни, причем разные. Есть большие, есть такие маленькие. В общем, выглядит это очень красиво. И, кстати, намного красивее, чем во многих отелях. Просто асфальт и портит вид, да. Также вот здесь видим островки зелени. Опять же, все в камне. Ну, не знаю. Это мой стиль, наверное. Я пещерный человек. Я обалдею здесь. Кроме этого, на каменных стенах корпусов рисунки динозавров. Выглядят они, конечно, здорово. Мы переместились во вторую зону уже с бассейнами, и когда мы шли, кстати, по той территории, я еще обратил внимание, что вот на этих лежаках, которые с выходом из номеров на первом этаже, никого не было, они были все пустые. Да потому что все, конечно, заняты именно здесь. Здесь гораздо круче, так как на первом этаже у вас есть вот эти лежачки, и ты сразу спускаешься и выходишь в бассейн. Ну, по-моему, это прям очень шикарно. Плюс еще внешний вид вот этих вот пещер, внешний вид вот этого всего антуража такого, да, ну, смотрится круто. Я не помню ни одного отеля, чтобы было настолько вот необычно и круто все смотрелось, да, действительно, это класс. Да, эти номера на первом этаже с выходом в бассейн самые кайфушные. И я считаю, что можно доплатить за это. Стоимость доплаты $20 в сутки.
Кстати, вот мы гуляем по территории, и у меня вот такое вот чувство еще со вчерашнего дня, как будто я все это видела, но в этом отеле мы еще не были. И я поняла, наконец-то, на что это все похоже. Это похоже на природные зоны с водопадами. То есть вот мы были на Шри-Ланке, в Таиланде, даже в Турции. И всегда для того, чтобы пройти к водопаду, нужно пройти горную речку. Вот и созданы эти вот бассейны в виде рек. Все это, конечно, вместе с камнем, всегда много камней на горных речках, плюс зелень вокруг. Ну и в итоге ты подходишь к вот этой горе, как корпуса. И, кстати, водопады здесь тоже есть. И поэтому вот классно они сделали. Кстати, я еще подумал, а вот где будут отдыхать те, кто не на первом этаже? Оказывается, есть специальная зона в самом конце. Здесь стоят лежачки, зонтики. И как раз-таки все люди, которым не повезло, и они расположены выше уровня земли, отдыхают именно здесь. А мы продвигаемся дальше, и здесь попадаем в такую зону с очень классными, такими большими, пушистыми зонтами. Соломенными, да, они создают такую классную атмосферу. Дальше находится еще одна пещера, в которой расположен бар. Я даже уже сходил в этот бар, взял себе пивка. Посмотрите, какие интересные стаканчики. Практически граненый стакан, только поменьше. Наливают Стеллу. Сейчас попробуем. Это баночное пиво Стелла. Оно в Египте, в общем-то, нормально. Я в целом-то пиво не особо-то пью, но сегодня так жарко, так хочется пить, что решил попить пивка. Так что будем. А мы переместились в следующую пещеру, и это у нас тренажерный зал. Ну, я сегодня не пойду таскать эти гири, потому что, когда ты таскаешь гири, тратится много энергии, а я теперь накапливаю энергию. Ну, конечно, это была шутка, потому что, когда я увидела такой тренажерный зал, это просто грех не сходить. Вы только посмотрите, 2 эллипсоида, 2 велосипеда, 2 беговых дорожки и куча просто тренажеров для силовых упражнений на все группы мышц. Прям очень богатый. Я и не ожидала. Отель вроде небольшого размера, да, только для взрослых. В последний раз, когда мы были в отеле для взрослых, там был, ну, какой-то не очень тренажерный зал. А здесь, вот, посмотрите, гантели всех размеров, каких только нужно. И гриф, блинов вон там тоже, я не знаю, сколько можно навесить. И для ног, и для рук, и для спины, и для плеч. Всего очень много, и причем довольно новое, хорошее оборудование, не заезженное, не заношенное. В общем, прям 10 я радостно ставлю. Кондеры хорошо работают. Шикарный тренажерный зал. Пойдем тренироваться. Итак, подведем итог по территории. Общий балл у нас вышел 7,8 баллов. Начнем с минусов. Такой минус, да, можно его включать, можно не включать, но на территории не было никаких таких больших зон для развлечений. Например, не было аквапарка, поплавать нельзя было. Плюс сама по себе территория, она не очень большая, то есть территория небольшая, и это, наверное, тоже можно вписать в минус. Но как плюс, это, опять же, необычность вот этой территории, наверное, да. Все каменное, вот эти каменные джунгли, вот это вот зелень, сочетание с бассейнами, все очень красиво смотрится, вот как по картинке, по визуализации. Но, да, вот немножко есть все-таки впечатление, что ли инфраструктура не очень развита. То есть больше для релакса, отдыха, вот такого просто лежать, плавать, лежать, загорать, кушать, сходить в бар. Ну, бары тоже не очень богатые. Кстати, для того, чтобы забронировать себе номер вот именно на первом этаже с выходом к бассейну, я подошел на ресепшн, узнал, что это всего лишь 20 евро за день за этот номер. Вы доплачиваете. Если они, конечно, есть в наличии, то можно доплатить, и вам выдадут вот именно этот номер с выходом к бассейну, со своими лежачками. Вот там прям оптимальное место для отдыха. Я даже задумался о том, что если бы я хотел просто съездить куда-то вот на денек, на выходные, где-то возле бассейна порелаксировать, то я бы, наверное, поехал именно туда, потому что место реально бомбическое.
Не знаете, как выбрать отель? Друзья, мы заморочились и сделали единый рейтинг отелей, которые посещали. Теперь вам не нужно искать видео по всему YouTube. Просто переходите на наш сайт Travel24 и выбирайте отель по нашим оценкам. Можно выбрать отели с лучшими пляжами, лучшие по питанию или лучшие для отдыха с детьми. А главное, сервис абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье. А мы добрались до питания в отеле. И первое, куда мы идем, это на обед. Итак, у нас здесь есть чайный отдел, кофе, кофемашина. Так, здесь отдел с булочками. Можно отрезать себе самостоятельно хлеб и различные хлебные такие закусочки. Вон даже тостовая машина на обед работает. Обычно она только на завтрак. Здесь во время обеда она тоже есть. Нарезанные салаты с колбасой, с ветчиной. Здесь всякие, это, наверное, рыба, кусочки рыбы, кусочки помидор, перец, картошка и сосиски. Это, видимо, то, что осталось с завтрака. Они здесь это все нашинковали и выставили на обед в качестве салатов. Есть микроволновка, подогреть себе здесь можно самостоятельно что-то. Овощной суп, 2 вида супа, овощной и крем-суп. Также к супу различные добавки, йогурт, сыр фета, салаты, огурцы. И вот там масло. В качестве десерта пирожные нескольких видов, бисквитные. Здесь нарезанные яблоки, апельсины, грейпфрут. Целый большой стол с выставленными соусами, перец, куркума, разные такие вот добавки. Целый большой стол. Кстати, во время обеда есть вот холодильник, стоит с мороженым. Самостоятельно подходишь и берешь себе здесь мороженое. Вот белое и ванильное. Круто. Следующий стол у нас с фруктами. Правда, здесь только апельсины представлены. Скорее, это стол с местными сладостями. Вот немного местных сладостей. Здесь еще пироги вот такие. А теперь вот такой длинный стол основных блюд нас ждет. Так, здесь заправочки, с них начинаем. Нарезают овощи. Прям красиво так все выглядит, когда голодные особенно. Так, значит, мясо пошло. Здесь у нас курица в панировке, картошка, видим, в фольге и цукини запеченные. Движемся дальше. И здесь у нас рыба пошла. Обычная жареная рыбка, морковка запеченная и какие-то типа брускетта, сделанные с хлебушком и с начинкой. А вот и Макс в поисках еды ходит по пещере, потому что ресторан тоже как пещера. Это у нас рыба здесь была, овощи вареные и какие-то тефтели с картошечкой. Продвигаемся дальше. Здесь отдельный повар готовит, по-моему, пасту. Все стандартное. Можно уже приготовленную взять. Здесь вот с белым соусом и с томатным соусом. Макароны всегда пользуются спросом, да? И здесь у нас говядинка с рисом. Все по таким вот отделам. Можно сказать, прям полное блюдо. Вот тебе рис с говядиной, там овощи с рыбой. Все как надо. И есть еще небольшая терраса на улице, тоже пещерная. Здесь у нас тоже готовят, что-то готовят. По-моему, это пицца. Пицца всегда популярная, всегда есть очередь. Но вот этот стиль, он не только в номере, он во всем ресторане прослеживается. Все здесь абсолютно как в пещере. И даже эти стулья, они сделали все. Кстати, там стулья нормальные, но вот мы сидим на таких вот пещерных стульях, да. Ну, по ассортименту еды я не могу сказать, что здесь очень такой прям широкий ассортимент. Маленький, я бы сказал, что для отеля, ну, как на все включено, как мы привыкли. Здесь не такой большой выбор, но все, что есть, все вполне выглядит достойно. И из-за того, что мы находимся в таком вот месте, да, классно. Но из-за этого какое-то ощущение классное. Не знаю, мне нравится в этом ресторане находиться. Ну а если быть точнее, я, конечно же, посчитала мясные блюда, и их всего лишь 5 вариантов. То есть это вот как для слабой пятерки, хорошей четверки, такой вот средний вариант, но при этом и рыба, и говядина, и курица, все в нескольких вариантах. И вообще в целом нет никакого дискомфорта.
ни в запахе, ни в недостатке чистоты. Всего достаточно, нет огромного количества людей, поэтому, опять же, не доставляет дискомфорт. Пока что все хорошо, но посмотрим, что будет на ужин и на завтрак. Ну а после заката отправляемся в тот же ресторан на ужин. Итак, добро пожаловать на ужин. Сейчас посмотрим, есть ли разница с ужином и обедом. Я вижу по хлебному столу, что есть. Вот здесь такая мини-пицца приготовлена. Я вижу новые булочки, пироги, даже хлеб в виде рыбины. То есть специально готовят для ужина новые хлеба. Здесь вот греночки разные с различными помазанными штуками, я так понимаю, с чесночком, вот с каким-то сыром, наверное. Боже, я так люблю хлеб. Никто, наверное, не любит хлеб так, как я. Кстати, с той стороны пещеры, вернее столба, есть еще и тостер. Тостер, можно тостик себе приготовить, еще какие-то лепехи. Ох, меня нельзя сюда пускать, в хлебное отдел-то. Еще одна моя любимушка в последнее время. Я люблю зелень. Здесь, кстати, видим, она есть. Помидоры, огурчики, перчики, капуста. И здесь два варианта супа. Овощной суп и томатный суп. В принципе, я в обед ела, супчик был просто огонь. Овощной именно я и ела. Сейчас тоже поем. Вот можно еще приправить суп. Фасоль, макароны были, какие-то сухарики. Следующий пещерный стол у нас с закуской. Здесь сосиски, я так понимаю, которые утром не доели обычно. Овощи, тоже вот что-то с рыбкой я вижу. Различные соленья. Дальше идут салаты. Кстати, наши салаты все-таки вкуснее. У них какие-то они специфические. Кстати, самое такое вкусное, что можно есть, это вот этот тахина, их местный салат, в который макаешь лепешечку. Ой, и надо все время переходить вот этот стол, чтобы доснять, скажем так. На этой стороне у нас еще салатики. Есть вот такие вот небольшие порции в красивой посуде. И еще закусочки. Сырная даже тарелка присутствует. Масло, если кто-то желает вечером. Здесь у нас все так же мороженое, причем оно пользуется популярностью. И сладкий стол. Добро пожаловать на сладкий стол. Так, суфле. Если брать вечером сладость, то только вот такие вот суфле, они хотя бы чуть-чуть полегче. Дальше бисквитные пирожные. Я предполагаю, что они разноцветные, ну, примерно одинаковые. Еще есть какая-то суфлешечка. В общем, вполне достаточно. О боги, что это? Это шоколадный фонтан из белого шоколада, я так понимаю. Обычно в отелях такое на Новый год только. Здесь же вот такие вот сладкие печеньки, местных немного сладостей. Фруктовый стол горой. И еще местные вот такие пироги, которые были в обед, ну не знаю, подозрительные они. Здесь отдел, где лежат прямо помидоры, редиска, капуста, огурцы. Все так вот навалено свежачком. Это сыр и апельсинчики. Так, это вообще не знаю, что за отдел, просто с соусами. Так, из мясных блюд у нас здесь утка, жареная рыба и какое-то блюдо называется буйабес. Я так вижу, что это что-то там с морепродуктами. Заливка с морепродуктами. Здесь курица. Это что-то похожее на фалафель. Вот это блюдо, я не знаю, как шаурма. Повар здесь ее как раз нарезает. Дальше у нас овощи, гриль, картошка и баклажаны запеченные. Макаронная станция. Повар отдельно готовит макароны двух видов. Я смотрю, здесь и ракушки, и пенне. Ну и то же самое было во время обеда. Это белый рис и говядина, запеченная в подливе. Кстати, на улице здесь повар готовит морепродукты. Это вот крабы, правда их уже все разобрали. Были крабы в фольге и также в фольге тоже что-то запеченное. Не знаю, что там, не видно.
Что ж, добро пожаловать на наш ужин. Мы такое место себе отхватили. Посмотрите, прям с аквариумом. Такой романтик даже получился, можно сказать, в пещере. Что касается самого ужина. На ужин я насчитала уже 7 вариантов мясных блюд. Ну, сюда я отношу и рыбу, и морепродукты. Кстати, было ассорти из морепродуктов. Я выловила там, посмотрите, даже мидию, кусочек рыбки. Все копалась, думала, может быть, кальмары или креветки найду. Но, к сожалению, нет. В ассорти, получается, было вот только это. В целом, все достойно, как по мне. Кстати, как мне показалось, вот между обедом и ужином практически нет никакой разницы. Дело в том, что столы расположены точно так же, и блюда там же находятся. И когда заходишь, я вот просто прошел первый раз, если вот не вглядываясь особо в блюдо, то кажется, что вообще разницы нету. Но если уже так детально рассматривать, то появилась, например, утка, появилось еще там несколько блюд. Да, и, соответственно, ну, ассортимент, он, конечно, небольшой, все-таки надо сказать, но достаточно для того, чтобы хорошо поужинать. Возможно, если отдыхать долгое время, если это будет еда точно такая же, то, ну, может быть, и надоест. Хорошо выспавшись в нашей пещере, идем на завтрак. Ну что ж, начинаем обзор завтрака. Самый главный отдел на завтрак — это, конечно, сладости, выпечка. Здесь такие вот бублики висят прямо на вешалочках. Очень красиво все это выглядит. Здесь традиционные египетские сладости на утро. Вкусные. Особенно больше всего мне нравятся вот эти вот. Они прям такие сладкие-сладкие. Батоны такие длинные. Их никто из этой корзинки не берет. Хотя выглядит, конечно, очень круто. Они здесь больше так для вида стоят. Также хлеб. Можно отрезать себе самостоятельно белый хлеб. Вот здесь прям какие-то пироги. Тоже черный хлеб и булочки нескольких видов. Нарезанный сыр, колбаса нескольких видов, салями. Дальше есть перец, капуста, кетчуп и огурцы нарезанные. Это так называемый спортивный уголок. Не знаю, почему его так назвали. Здесь все в кучу смешано. Есть какие-то помидорки, перец, яблоки. Дальше здесь это мед, джем, хлопья, которые можно разбавить с молоком. И вот здесь можно приготовить себе тостики. Отдел с салатами, нут, тахина. Здесь какая-то картошка, видимо, осталась со вчерашнего дня. И они ее в салат добавили. Сыр фета и колбасы. Отдел с йогуртами. 3 большие тарелки с йогуртами. И вот такие вот коробочки Данон. Выставили их очень оригинально. Ну и во фруктовом отделе нарезанные яблоки, дыня и арбуз. Вот там еще апельсины есть, но они целиком. Так, продолжаем завтрак. Здесь у нас сосиски 2 видов. Обычно беленькие — это куриные, потемнее — это говяжьи. Дальше станция с яичницей. Есть очередь, сейчас уже небольшая, но была побольше. Яички жарят с разными добавками. Кстати, это уже окончание завтрака, но мы видим, движ все-таки есть. Здесь у нас жарят блинчики, вот они, кстати, тосты есть и кускус. Станция с круассанами, еще вот такими какими-то булочками, тоже похоже из дрожжевого теста. Здесь у нас Макс, обозрим сейчас Макса, что он кладет в свою тарелку. У него здесь помидорки, вот такой омлет, это если не хотите ждать яишенку. Здесь у нас овес с молоком написано, в общем, каша с молоком, имбирная вода. Кто-нибудь на завтрак кушает имбирную воду? Интересно. Еще не все. Чуть-чуть осталось здесь вареное яйцо, опять же, если не хотите ждать очереди. И 2 варианта из египетской кухни. Коричневые бобы и бобы еще в каком-то томатном соусе, томатной пасте получается. Конечно же, можно попить водичку. Из соков, но видно, что это не натуральные соки. Яблоко, апельсин и ананас. Вот здесь водичка, кулер. И через стол проходим. Здесь у нас, кстати, очень большой выбор чая. Огромное количество. Вам и красный, и черный, и зеленый, и желтый даже. Есть кофемашина.
Здесь я возьму капучиночку сегодня. И все-таки как же хорошо отдыхать в отеле для взрослых. Мы приходим в конце завтрака, а здесь нет столпотворения, как в обычном семейном отеле. Здесь тихо, спокойно. Да, народ есть, но столики свободные есть, где свободно подходить. Хотя, да, столики свободные есть, но они не убраны. То есть это как минус персоналу. Они либо не успевают, либо, хотя как можно не успевать, если здесь нет столпотворения. В общем, это просто недоработка. То есть стол найти не проблема, их много, но не все грязные. К концу, получается, завтрака. Вот я такая недовольная. Но сейчас буду кушать, может, подобрею. Ну что ж сказать, по ассортименту еды здесь достаточно скромно, то есть нет такого какого-то большого выбора. И еще обычно, если вот ассортимент еды небольшой, то они стараются на завтрак наполнить как можно больше какими-то сладкими булочками, вот такими сладостями утренними. А из основных блюд, да, есть только яичница готовят, ну плюс еще яйца такие вот уже приготовлены в виде омлета и мои любимые помидорки. Кускус я также нашел, но в целом ассортимент не очень большой, поэтому на завтрак, ну так, не совсем хорошо. Итого, общий балл за питание у нас получился довольно-таки низкий. Это 6,7. И вот я вспоминаю ощущение, когда мы там находились, вроде как ничего плохого там нет. То есть все хорошо и достаточно чисто, и достаточно приятно. Но если смотреть по определенным вот пунктам наших оценок, то это всего лишь 5-6 на ужин мясных блюд. То есть это 5-6 баллов из 10, да. Дальше нормального кофе, например, нету на завтрак. Я люблю выпить кофе, а там такой вот они прям разводили с молоком вот этот обычный. Прямо брали вот такой растворимый, просто ложкой бах. То есть, хотя нет, подожди, там была кофемашина. Кофемашина была, но в ней они ничего не готовили. Я подходил, они в этой кофемашине просто заготавливали, молоко подогревали. Это в барах было. Ну, в ресторане вроде была кофемашина, но и фрукты, как-то все довольно-таки было скромно, но хотя при этом было чисто и приятно. Половину времени кофемашина не работала и не было чашек. Постоянно была проблема. Я подхожу, хочу взять кофе себе, да, или даже чай, нету чашек. Ну, вот такие, казалось бы, какие-то мелкие проблемы, которые не давали нормально насладиться отдыхом. Ну, обслуживания, наверное, еще не хватало. С обслуживанием, да, были вопросы, потому что вроде бы были официанты, но, наверное, их просто не хватало на такое большое количество людей. А сейчас я расскажу, как, отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, Viber, WhatsApp или Telegram и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Итак, и наконец-то самое главное, морской же отдых в Египте, мы приближаемся на пляж. Итак, так как длина территории очень большая, то есть территория вообще предлинноватая, то для того, чтобы дойти на пляж, нужно пройти всю территорию. Например, я даже засекла от нашего корпуса, который первый вот от ресепшена, идти ровно 5 минут, и это где-то 600 шагов. То есть просто, чтобы сходить на пляж туда-назад, это уже 1200 шагов. Кстати, сразу вот здесь вот на входе на пляж какая-то прям кактусовая оранжерея находится, пальмы. Не знаю, считать это за зелень на пляже или все-таки не доходя на пляж. Ну и самое главное, на входе бар. Сейчас посмотрим, что же из себя представляет пляж. Самая большая фишка этого пляжа, как мне кажется, это, конечно, вот эти вот огромные соломенные зонтики. Причем здесь сами зонты, посмотрите, они сделаны как будто бы из дерева. То есть здесь основание это натурально ствол деревянный, и вот они все, вот эти вот палки, это абсолютно деревянный, такой массивный, очень большой, прибольшой
зонтик, да. Что касается оборудования, то лежаки тоже деревянные, но матрасики уже такие немножко подношенные. Плюс ко всему даже вот эти полотенца, да, они уже, конечно, местами, вот, кто-то их прогрыз. Какие-то мышки здесь поселились. Но если не обращать внимания на вот эти вот мелочи, то оборудование вполне себе нормальное. Пляжная зона с оборудованием в несколько рядов. Кстати, оборудование стоит довольно-таки отдаленно друг от друга и уединенно. Но вот что касается песка, обратите внимание, вокруг меня, ну, прям совсем все плохо с песком. В этой вот зоне он прям затоптанный, как просто какая-то песчаная дорожка. И только непосредственно уже ближе к воде, это буквально 3 метра, где начинается более-менее настоящая вот такая вот пляжная, песчаная, приятная зона. Это вот тот песок, который должен быть по всей территории пляжа. Но этот песок нужно привозить. Отели, конечно же, экономят на таком песке. И поэтому приятного получается мало. Но если занять шезлонг вот в этой зоне, то прям шикарно. Хотела сказать, ваши дети смогут покопаться, но тут же без детей. Кстати, отдыхать можно не только вот на нашей части с этими соломенными зонтиками, но если пройти в правую сторону, то здесь еще имеется арена, ресторан, клуб своего рода. Это отдельная совершенно зона, она никак не относится к нашему отелю, но сюда гостям отеля есть бесплатный вход. То есть мы можем сюда зайти и отдыхать уже на вот этих шезлонгах, которые расположены на этой территории. Плюс здесь, кроме шезлонгов, есть еще такие беседки со шторками. Выглядят они очень стильно, очень круто. Также там есть еще и бассейн, но пользоваться баром здесь уже можно только за дополнительную плату. Нужно платить за все, но отдыхать на шезлонгах можно бесплатно. На этом пляже отдыхают гости отеля больше зимой, так как там подогреваемый бассейн. Плюс здесь можно попить хороший кофе, а правда стоит он $2,5. А вот в отеле кофе совсем невкусный. Прогуляемся непосредственно у воды. Кстати, вот если гулять по бережку, то здесь вообще все классно. Песочек у берега есть, волны бьют, очень даже приятно. И положительная особенность этого района Эль-Ахья – это цвет воды. Море здесь имеет все оттенки синего. Ближе к полудню это видно особенно, потому что цвет воды переходит из темно-синего в бирюзовый. И это действительно круто. Но есть и отрицательные стороны у пляжей этого района, а именно мелководье. То есть, как мы видим сейчас, вы видите людей на фоне, которые пытаются искупаться для того, чтобы окунуться, а в полный рост, тем более, не знаю, сколько нужно идти, потому что 500 метров, наверное, ближайших, это все море по колено здесь в прямом смысле. Я еще обратил внимание, что самый популярный товар в магазинчиках, которые торговцы здесь вот сидят, небольшие магазинчики возле отеля, это тапочки для плавания, потому что здесь они реально нужны. У меня их, к сожалению, нету. Попробуем все-таки пройти по вот этим камням. Они достаточно такие твердые, идти неприятно, по крайней мере, заходить неприятно. И самый, наверное, популярный способ плавания здесь, это как люди некоторые делают, это просто ложишься, как поросенок, вот на небольшой глубине и лежишь. Потому что, ну, полноценно здесь окунуться, конечно, нет никакой возможности. Чтобы хорошо поплавать, есть длинный пирс, но он расположен на территории совсем другого отеля. Кстати, мы еще сходим на тот пирс, поплаваем именно оттуда, потому что здесь плавать, ну, вообще бесполезно. Здесь можно просто лежать.
Я попробую здесь померить температуру воды, какая же здесь все-таки она есть. О, кстати, начинаются кораллы, они очень твердые. На улице наша удочка показывает 28 градусов тепла. Кстати, погода-то теплая, но из-за того, что здесь достаточно ветрено, то ощущается прохлада. Я не чувствую здесь никакой жары. Ладно, дальше не пойду, потому что уже реально идти больно мне. Хотя здесь на мелководье вода будет, я думаю, очень теплая. Обычно, когда вот мелкая вода, да, то она пригревается очень даже хорошо. Ну, действительно, 27 градусов тепла. Учитывая, что у нас сейчас весна, еще не лето, то вода уже очень теплая, прогретая. И, наверное, здесь как раз-таки плавать будет комфортно, вот в этой мелкой части. Кстати, с плавания с пирса оказался облом. Я пошел посмотреть на пирс. Оказалось, что из нашего отеля нельзя там плавать. Стоит охранник и не пропускает. Гонит всех обратно, говорит: нет, идите плавайте на своем пляже. Это только для отеля там Three Corners, который там расположен. Так что все, получился облом. Придется, наверное, пешком идти до кораллового рифа. Нам удалось полностью почувствовать и протестировать вход. Правда, мы обулись в ласты, одели маски и прошли совсем немного. Дальше хоть и на небольшой глубине, но все же плыли. Not so close, you're eating my space. Don't inhale so much, you're choking me. Oh, everything you think you own or have the right to isn't yours, not at all, so let go. So loud, my ears are ringing. Or go back to sleep. My time is my thing. Oh, cut the cords once for all. I'm not your possession, no. I am mine and only mine. So don't cover my shine. Be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. Cover my shine. My thing is my time. Now step aside. Итак, давайте подведем итог по пляжу. Общий балл получился 6,1 балла. Начинаем с минусов, конечно. Самый большой минус — это то, что нормально нельзя поплавать с берега. Хотя, конечно, при большом желании, даже мы с ластами все-таки... Было большое желание. Очень большое было желание. Мы все-таки дошли до глубины, увидели коралловый риф. То есть, в принципе, это возможно сделать, но это, конечно, некомфортно. Это нужно прям далеко-далеко плыть, плюс потом выходить лучше уже на это
там пирсе соседнем, а на этот соседний пирс они просто так не пускают. Но если с воды на него заплыть, то в принципе нормально. То есть такой вот лайфхак, что заходить с земли, с обычного берега, а выходить уже по пирсу можно обратно. Потому что назад возвращаться по вот этой отмели это будет очень далеко. В целом, конечно, мне больше всего понравились зонты, вы это уже поняли, соломенные зонты, и даже когда отходишь, вот особенно с пирса, то наш пляж вот этого отеля смотрелся прям самым крутым, потому что там везде обычно какие-то зонты так бедненько смотрелись, и здесь вот эти вот развесистые, увесистые, хорошие зонты, это придавало определенный, придает определенный шарм этому пляжу, причем далеко оборудование друг от друга. В принципе, там вот отдыхать было комфортно, немного народа, то есть, ну, вы сами смотрите, согласны вы вот на такой вот пляж, вот так долго идти, возможно, зимой, когда многие просто не плавают, да, ну, то есть, я бы не сказала, что это самый ужасный вариант, да, но и далеко до идеала. И еще, когда начинается отлив, вот тогда начинаются еще больше проблемы, потому что уже половина берега, она вообще становится открытой, да, вот эти кораллы, камни начинают видны, и плюс отмель становится меньше, то есть, вообще ты как поросенок там лежишь на очень маленькой глубине. Откройте для себя Египет. Посетите египетские Мальдивы с белоснежным песком. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте Travel24 Online. Что касается развлечений в отеле, то здесь все стандартно. Команда аниматоров небольшая, всего несколько человек. У основного бассейна есть сцена, где каждое утро аниматоры исполняют свой приветственный танец. Здесь же обычно уроки танцев, акваэробика в бассейне и водный волейбол. Также рядом есть пещера для активности. Здесь проходит дартс и йога. Что ж, вечер наступает, и мы переместились в очередную пещеру. Я так понимаю, это лобби-бар, который находится рядом с ресепшн. Здесь все так же в одном стиле. Динозавры нарисованы на стенах, столики, стулья. Все очень так вот колоритненько. Есть несколько бильярдных столов, конечно, за дополнительную плату. Тихо, спокойно, рядом с барчиком, с картами. Здесь многие можно провести вечерок. Также, конечно, можно посидеть в барах на территории. И, кстати, с вечерней подсветкой пещеры смотрятся тоже классно. Я все ждал, когда же начнется мини-диско, и только потом вспомнил, что это же, оказывается, отель для взрослых. Здесь нету мини-диска, здесь все только для того, чтобы отдыхали взрослые люди. Кстати, здесь имеется такой клуб, называется он «Лава», и здесь проходит вся анимационная программа. Сегодня у нас караоке-шоу, поют песни, кто умеет, кто не умеет, кто как может. Здесь, собственно, еще и как ночной клуб, он работает с 9 часов, вход бесплатен, но только нужно платить за все напитки, которые вы здесь заказываете. Все включено, перестает действовать в 9 часов. Вот так вот тусуемся здесь. Итого, пришло время подвести общий балл за отель. Он получился 7,4. Ну и что я могу сказать? Рекомендую, не рекомендую, поеду, не поеду. Нас отель впечатлил. Этим все сказано. И настроение у нас было хорошее. И вот это какая-то вот изюминка в нем есть. Вот эта вот новизна, которую мы до этого не видели. И поэтому, возможно, на некоторые вот такие вот мелочи можно было закрыть глаза из-за вот этой новой картинки перед глазами, вот этой пещерной атмосферы. Плюс не было детей. Если вы не любите шум гам, то, конечно, для релакса, такого спокойного отдыха мы даже, может, и поехали бы еще. И мне в целом понравилась обстановка не только днем на территории, но и, например, вечером. Там есть дискотека. Да, конечно, дискотека не очень там огромная, людей там собиралось немного, но в целом вот именно эти зоны отдыха, они, ну, как-то располагают для того, чтобы посидеть на террасах, посидеть где-то вот в этих барах.
Пускай бары не очень крутые. То есть, ну, здесь вот какой-то есть не совсем хороший сервис, наверное, все-таки в этом отеле, да. То есть у них инфраструктура классная, но сервис не дотягивает. Если бы сервис был крутой, то вообще к отелю никаких претензий, и оценки были бы высокие, и все. Но вот по сервису он не дотягивает, зато по атмосфере очень классно. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении Travel24. Ищите его в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока.